Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня у нас весеннее настроение. Зима в самом разгаре, но уже хочется тепла. Я люблю украшать наш дом симпатичными композициями, которые создаю для каждого времени года. Вот и теперь пришло время сменить зимние декорации на весенние и вдохновиться приближающимся теплом. Именно поэтому сегодня мы будем создавать композиции в весеннем стиле, которые не займут много места, но будут радовать взгляд дома или на работе. В качестве основы в первой композиции мы будем использовать небольшую корзинку, которую сплели своими руками из бумажной лозы. В серединку корзинки мы добавили наполнитель, кусочек пенопласта. На него мы и будем крепить всю композицию. Стоит отметить, что в качестве основы можно выбрать любую емкость, декоративное ведерко, кашпо, баночку или другой подходящий для основы предмет. Вот эту леечку, например, я купила в магазине для рукоделия. Она из оцинкованной жести. Я нанесла на нее шпатлевкой узор, покрасила краской, и получилась прекрасная основа для декоративной композиции. Для сегодняшних композиций мы будем использовать разные интересные материалы. Какие-то куплены в магазинах уже давно, что-то купили и переделали по своему вкусу. И, разумеется, в ход идут простые природные материалы, собранные в лесу. Эти искусственные герберы я купила в магазине для рукоделия. Мне очень понравилась их интересная фактура, сложное сочетание цветов. И в целом эти цветы выглядят естественно и реалистично. А вот эту имитацию лаванды я заказала на сайте. Ожидания полностью совпали с реальностью. Цветы недорогие и очень симпатичные. Если вам интересно, то ссылку на магазин оставлю под видео. Вот еще одно интересное растение, которое мы будем сегодня использовать. Честно говоря, не помню, где его купила, но такие цветочки можно найти на Яндекс.Маркет. Имитация такой простенькой зелени очень хорошо подходит для весеннего декора. Так как для композиции растения слишком большие, и сами по себе они очень прочные, некоторые внутри имеют проволочную основу. Для того, чтобы их разобрать, нам понадобится инструмент. С его помощью мы разбираем наши растения на отдельные элементы, соцветия и веточки. Вот эти цветочки, например, очень хорошо подходят для того, чтобы создавать в композиции объем. Точно так же поступим с цветочками лаванды, разберем ее на соцветия. Такие веточки можно использовать отдельно или собрать в небольшой букетик. На следующем этапе мы подбираем и готовим декоративные фигурки. Чаще всего мы покупаем белые заготовки, потом уже сами их дорабатываем и раскрашиваем. Например, чтобы добавить фактуру птички, можно просто сухой кистью подкрасить крылышки, хвостик, немного выделить глазки и клювик. Эта птичка куплена фикс прайс, и чтобы ее использовать в композиции, мы спилили ее подставку. Самая азартная охота за фигурками, конечно же, происходит в интернет-магазинах. В этом году появилось много очаровательных, милых фигурок. Чудесные феечки, зайчики и гномы так и просятся в весеннюю композицию. Некоторые, конечно, придется доработать, чтобы они стали изюминкой композиции. Ссылку на эти фигурки я тоже оставлю под видео. Если вы задумали композицию побольше, то и фигурки понадобятся покрупнее. У меня на такой случай припасен вот такой славный зайчик из фикс прайса. В зависимости от обстоятельств я могу его по-разному раскрасить и задекорировать. Также мы используем декоративные тычинки для цветов. Я, как правило, подбираю их по цвету к лентам, из которых делаю бантики. В качестве декоративного наполнителя мы будем использовать мох, который можно самим собрать и высушить осенью или купить в специализированном магазине для рукоделия. Очень люблю этот наполнитель. Хороший, натуральный, красивый материал. Ну и, конечно же, мы используем заготовки из пенопласта в форме яичек. Вот такие, не очень крупные, по размеру соответствующие перепелиным, идеально подойдут к нашей задумке. Яички мы сразу окрасим пастелью, а вы можете выбрать свою любимую краску. Мне очень нравится смешивать разные цвета, добавлять светлые и темные оттенки, чтобы получать приглушенные цвета. Для эффекта крапинок буду использовать технику набрызг.
при которой мелкие капельки краски попадают на поверхность с кисточки. Покрасили яички. Пока они подсыхают, собираем из ленты бантик, который по цвету будет сочетаться с лавандой. Его мы сегодня планируем разместить на бортике корзинки. Вообще в композиции очень хорошо смотрятся разные ленты, тесьма, кружево и даже веревка из джута. Но боюсь, что в этот раз кружево использовать не удастся, хоть и очень хочется. Мы подобрали и подготовили основные компоненты для будущей композиции. Теперь остается только собрать ее на термоклей. Начнем с того, что будем подклеивать мох к наполнителю маленькими кусочками. Главная наша цель – это закрыть все белое пространство сплошным зеленым пушистым ковром. Сделать это нужно так, чтобы белый пенопласт не просвечивал из-под мха. Выстелили мхом наполнитель корзинки. Основа композиции готова. Теперь сделаем из соломки гнездышко. Наша соломка – это светло-коричневая бумага, нарезанная тонкими полосками. В прошлой нашей композиции мы делали гнездышко из бумажной лозы, но для этой оно не подходит по размеру. Сделали гнездышко, раскладываем яички и примеряем птичку. А потом подклеиваем яички на термоклей. Так как они очень легкие, если их не зафиксировать, они будут сдвигаться или вообще выпадут из гнезда. Следующим этапом вставляем веточки лаванды в пенопласт. Этот материал хорошо держит веточки, и их даже не нужно крепить на термоклей. Из флористической сетки добавляем зеленые объемные элементы. Вставляем их между пенопластом и стенками плетеной корзинки. Подклеили флористическую сетку. Вставляем и подклеиваем веточки зелени. Лаванда будет немного выше, а эта зелень создаст второй ярус. Долго думали, куда лучше добавить бантик. И вот, наконец, определились. Крепим бантик к корзинке с помощью термопистолета. Одну композицию собрали, а вдохновение и силы остались. Собираем вторую. В качестве основы второй мы используем кашпо в виде леечки. Она изготовлена из тонкого оцинкованного металла. На передней части мы добавили узоры шпатлевки с использованием трафарета. Я раскрасила леечку акриловой краской античная медь. Чтобы ее немного состарить, прошлась по ней сухой кистью с черной акриловой краской. Внутрь леечки мы тоже добавим наполнитель. Это также кусок пенопласта, который мы вырезали в размер канцелярским ножом. Вставили пенопласт. Снова берем мой любимый декоративный мох и приклеиваем к наполнителю. Кстати, этот мох немного подкрашен, поэтому ярче натурального. Нам понравилось соотношение цены и качества, поэтому ссылку тоже оставим под видео. Подклеили мох, выбираем подходящие веточки лаванды. Они очень жесткие, поэтому мы просто втыкаем их в пенопласт. Чтобы наполнитель не болтался внутри формы, его можно подклеить с помощью клеевого пистолета. Мы зафиксируем пенопласт цветочком искусственной герберы, густо покрывая его термоклеем. Приклеили цветок, крепим маленькую цветочную фею, хозяйку этого цветочного леса. Добавляем еще несколько веточек искусственной зелени. Ее стебельки не такие жесткие, поэтому фиксируем их в композиции на термоклей. Еще добавим небольшую веточку лаванды, чтобы заросли были гуще. На передний план композиции, возле самого края лейки, добавили пучки фиолетовых тычинок. Осталось только примять мох, чтобы он осел. И все, симпатичная весенняя композиция готова. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои отзывы, мы с интересом их читаем. Давайте творить вместе. Всего доброго, до свидания.